Всем привет, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня мы с вами сделаем общий расклад Таро на судьбу и ближайшее будущее. В потоковом чтении почитаем знаки судьбы и рассмотрим, к чему быть готовым и, возможно, как будет развиваться та или иная ситуация. Сегодняшний расклад пойдет по принципу подбора ключей от ближайшего вашего будущего. Советы, подсказки, инсайты. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни, в отношениях, на работе, может быть, по здоровью, может быть, с детьми, с родителями, в общем, в финансах, в бизнесе и вообще в любой сфере. Внимательно смотрите на карты Таро, которые я вам буду показывать. Сегодня наше гадание, оно будет носить такой характер не только предсказательный, но и психологический. То есть расклад саблиминал, где вы настраиваете свою нейровселенную на позитивный сценарий или на позитивное развитие ситуации. Так, давайте начнем с того, что посмотрим, какая ситуация у вас в личной жизни, с чем вы сейчас взаимодействуете. Смотрите, вы тревожитесь, у вас есть проблемы. Возможно, за вами кто-то наблюдает за вашими действиями, возможно, за вами кто-то следит, или вам нужно внимательно следить, наблюдать за кем-то, может быть, за соперницей, за конкурентами, за человеком, который вам, может быть, как-то вредит, или не как-то вредит, может как-то мешает, не обязательно вредит. То есть, по сути, в вашей жизни есть напряжение, связанное с общением, взаимодействием с другой персоной, с тревогами, может быть, где-то с опасностями какими-то. Поэтому, вам надо быть в тонусе, давайте так скажем, постоянно настороже, на стрёме, Возможно, у вас финансовые проблемы, возможно, ваш финансовый канал нуждается в активном вмешательстве специалистов, которые работают с финансами. Возможно, у вас страдает здоровье, вы, может быть, приболели или имеете какие-то проблемы с энергетикой, которая отражается на вашем здоровье. В общем, первые две карты говорят о том, что не все так у вас хорошо. Как минимум тревоги, здоровье, финансовый канал может быть или должен быть под пристальным контролем и под вашим пристальным вниманием. Давайте еще смотреть, что тут. Шестерка пентаклей, финансовый канал. Возможно, вы ждете какого-то поступления. Ждете, например, повышения по работе или прибыли, помощи финансовой, повышения зарплаты, улучшения прибыли в бизнесе. В общем, вам бы хотелось бы, чтобы ваш финансовый канал укрепился, и вам, повезло, или вам помогли, вам бы хотелось бы этого. И рассчитываете на какой-то подарок, возможно, подарок судьбы или какую-то прибыль. Вы в чем-то сомневаетесь, и вам трудно что-то отпустить. Может быть, не что-то, может быть, кого-то, может быть, это в отношениях, То есть, может, у вас трудности с партнером, какие-то, проблемы с партнером. Первые две карты могут говорить о проблемах с партнером. Это больше такая материальная карта, в принципе. А вам, вы сомневаетесь, отпускать ли вам что-то или кого-то? Или продолжать с этим как-то дальше, уйти или остаться, инвестировать ли туда свои деньги, свое внимание, то есть, или продолжать что-то делать дальше. И еще что, давайте посмотрим. И вы стоите перед выбором, центральная карта
вернее, не центральная, а главная. Центральная у вас шестерка пентаклей, а здесь шестерка. То есть главная карта, то есть главная ситуация в вашей жизни на здесь и сейчас звучит как сделать правильный выбор. Правильный выбор, открыть дороги, пойти по направлению какому-то, да, то есть вы выбираете направление на самом деле. Вот что в вашей жизни сейчас происходит, вы стоите перед выбором, куда идти дальше, зачем идти дальше, с кем идти дальше, как идти дальше или как быть дальше, да. Так. Ну и главная сила, которая ведет вас, ну давайте в данной ситуации это сила любви. Карта аркан влюбленная, поэтому, возможно, любовь движет вами. Да? А как она движет? Ну, это уже как второй вопрос. Да? Ну, окей. Давайте посмотрим с точки зрения духа или высших сил. Вот как высшие силы сказали, что бы они сказали, что происходит в вашей жизни. Как бы они охарактеризовали эту ситуацию? Либо вы боретесь, то есть, либо вы боретесь и не сдаетесь, либо вам надо бороться и не сдаваться. То есть высшие силы говорят, это борьба и отстаивание своих интересов. Вот так. То есть ваша ситуация на здесь и сейчас выглядит как борьба и отстаивание своих границ, своих интересов. Давайте так скажем. Ну окей. Хорошо. Давайте подберем ключик. Первое, что я хотел бы сделать, это подобрать ключик к вашим тревогам. Вот что может помочь вот этой карте или этой ситуации в вашей жизни? Вы сами знаете, что это за эпизод и что это за сюжет. Ключ к этому. Давайте ключ к вашим тревогам назовем. А что это за тревоги у вас? Ключиком к этим тревогам является стремление быть первым. Поэтому для того, чтобы, закрыть этот вопрос, или закрыть эти двери, или наоборот, открыть эти двери, да, вопрос в лидерстве. Кто первый? Либо вам надо быть лидером, иметь задатки лидера, либо вам надо поторопиться и успеть. Услышали, да? То есть либо вопрос в скорости, либо вопрос в лидерстве, а может быть и в скорости, и в лидерстве. Поэтому кто первый, тот и справился с дверьми тревоги. А что это за двери тревоги, можете написать в комменте, мне будет интересно. Хорошо. Ключ к проблемам. Давайте мы здесь пятерку пентаклей будем рассматривать не как проблемы финансового канала или вопросу финансового канала, а вопросу именно здоровья. А к вопросу финансового канала мы посмотрим вот здесь. Окей? Потому что это и финансы, и здоровье, но мы рассмотрим чисто как здоровье. Вот ключик к вашему здоровью. В чем он? Ключик к вашему здоровью. Загадывайте желание. Видите? Даже часы согласны. Во власти. То есть ваше здоровье страдает либо потому, что это в вашей власти и все зависит от вас, либо над вами кто-то или что-то, давайте так, имеет власть или доминирует, и это может сказываться на вашем здоровье. Например, вас булят, газлайтят, токсичное окружение и так далее. Да? То есть варианты могут быть разные. Поэтому ключ во власти. Но, возможно, в вашей власти, все или больше ключей, чтобы этого не было. Чтобы, наоборот, закрыть эти двери. Возможно, исцеление в вашей власти и, возможно, в вашей власти принятие решения. Поскольку все-таки вы-то стоите перед выбором. И очень много зависит не только от гадалки, да?
или от предсказателя, которым являюсь, ну, здесь, например, я, да? Но и от вас, от ваших усилий, да? Окей. Хорошо, ключик к вашему финансовому каналу. Ну, смотрите, во-первых, возможно, ваш финансовый канал сейчас отдыхает, но для того, чтобы финканал ваш заработал, вам необходимо хорошенечко так отдохнуть. Поэтому, если вы устали, отдохните. Если у вас сейчас нет денег, просто отдохните. Да забейте вы на этот вопрос, вам нужен отдых, а потом уже решение финансового канала. Пока так, пока так. Хорошо. Ключик к вашим сомнениям и отпусканию того вопроса, в котором вы сомневаетесь. Ключик к вашему сомнению и отпусканию является наблюдатель. Но ключик к вашему сомнению и отпусканию есть другая или иная точка зрения на тот вопрос, который, в котором вы сомневаетесь. То есть либо вам нужно посмотреть на вопрос с другой стороны, либо вам нужен глаз незамыленный, то есть другой человек. Или вам нужно хорошенечко отдохнуть, а потом вернуться к тому вопросу, который вам надо отпустить или не отпустить. Почему? Потому что вы, может быть, так устали, что вы уже не замечаете каких-то мелочей, деталей, благодаря которым вы можете либо принять правильное решение, да, либо спокойно отпустить или спокойно продолжить, борьбу, например, да, у вас же 2 семерки через выбор идет. Хорошо. В чем ключ к правильному выбору? А ключ к правильному выбору, наверное, лежит все-таки в отдыхе, потому что когда человек отдохнувший, он может вдохновляться. Но и во вдохновении. Поэтому правильный выбор придет либо через вдохновение, либо правильный выбор там, где кто-то или что-то вас вдохновляет. Но еще и правильный выбор, он всегда легкий. Да? То есть это легкость вдохновения. Что такое вдохновение? Это легкость процесса творения. Поэтому давайте я так скажу. Ваш правильный выбор может вдохновлять вас. Может быть, это связано с вашим вдохновением или вдохновением вас каким-то лицом, еще вторым или третьим. Правильный выбор там, где есть вдохновение и там, где вам легко. Даже если вы боретесь, даже если вы сражаетесь или отстаиваете свою позицию, все равно выбирайте вдохновение. Вдохновение является ключом правильного выбора. Хорошо. По мнению духов, вы отстаиваете свои позиции. Ключ к отстаиванию ваших позиций, он каков? Ключ к отстаиванию вашей позиции есть информация. То есть вам нужно что? Знание. То есть вам нужен свет. Да? Что такое знание? Это информация, это свет. То есть вам нужно учиться, вам нужно больше знать, вам нужно наблюдать, вам нужно быть в курсе, вам нужно быть отдохнувшим. Почему? Потому что когда человек отдохнувший, он лучше присматривается, лучше запоминает, лучше учится и лучше знает. Вам нужна учеба, и вам нужна мудрость. Где вы все это будете брать, черпать, это уже второй вопрос. Окей. Хорошо. Перед какими дверями вы можете оказаться благодаря вашему лидерству? Ваше лидерство ведет к каким дверям? Ваше лидерство ведет вас к дверям богатства, к дверям вашего материнства, к дверям гармоничного взаимодействия матери и детей, детей и матери.
Ваше лидерство ведет вас к здоровью, достатку и обеспеченной жизни. В вашей власти оказаться у дверей. В вашей власти оказаться у дверей счастья, бракосочетания, у дверей, где вы найдете своего возлюбленного мужчину или возлюбленную женщину. В вашей власти оказаться под венцом, на свадьбе, и в вашей власти быть счастливым человеком. Что на отдыхе, что ждет, и вообще, что принесет вам отдых или что он может вам дать. Отдых может дать вам почувствовать и найти жилу вдохновения. То есть, отдохнув или в процессе отдыха, вы вдохновитесь на что-то, то, что очень долго искали вовне, но, скорее всего, оно внутри вас. Ваше наблюдение, ключ, когда вы возьмете в руки наблюдение, приведет вас к дверям, которые называются перемены к лучшему. Наблюдая, вы сможете легче поменять, продать, отпустить или изменить к лучшему что-то в своей жизни, связанное не только с отношениями, но и с деньгами. Ваше вдохновение, оно ведет вас к дверям, туза жезлов. Ваше вдохновение ведет вас к новым планам, лично вашим, к вашей магии, к вашим талантам, к вашему здоровью и повышенным энергетикам, и к вашей мужской энергии, неважно, кто вы, мужчина или женщина. Информация, в которой вы нуждаетесь, приведет вас к дверям красоты, приведет вас к дверям мудрости, ума, к дверям вашей мечты и к дверям вашей надежды. Хорошо. Давайте посмотрим ключ к вашим родовым программам, особенно по линии матери. Если кому-то не интересно этот вопрос, можете посмотреть ключ к вашему взаимодействию между детьми и матерью именно, особенно кому актуален этот вопрос, потому что, знаете, как взаимодействие дети-мать, оно часто не всегда хорошее, не всегда легкое, не всегда беспроблемное, как говорится. Ключик к вашему вопросу мать-дети. Ключ сильной личности. Возможно, это ваша мать сильная личность, а возможен другой вариант. Возможно, это вы гораздо сильнее. Но когда-то вы либо забыли об этом, либо это чувство, ощущение было в вас подавленным. Ключик к вашему счастью и ключик к вашей свадьбе, к празднику вашей души. Ключик к вашему счастью, свадьбе и празднику души является верность. Чему будете верны или чему останетесь верны именно вы, напишите мне в комментарии, я буду рад посмотреть вашу точку зрения, как ключ верности может влиять на счастье. Ключиком вашего поиска, вашего вдохновения, или скрытого извне, но внутри вас. Ключом к этому поиску является сотрудничество, поэтому партнерство вам в этой вертикали не помешает. Оно повлияет и на поиск самого себя, и на расширение финансового канала, а также на нахождение того подарка, который вы так долго ищете. Ключиком к переменам к лучшему в вашей жизни есть праздник. Поэтому, как бы вы ни
стояли перед каким-то выбором, как бы вы ни смотрели на этот вопрос, как бы вы ни меняли свою жизнь, старайтесь менять так, чтобы это было праздником. Старайтесь каждый день, который вы проживаете, превратить в праздник. И тогда ваша жизнь будет напоминать вам этот букет, давайте его так назвемо точніше, повітряних кульок. Какую дверь открывает этот волшебник для вас? Дверь, за которой есть много эмоций. И это эмоции легкости, вдохновения и любви. Хорошо. Ключик к вашей мечте. Ключик к вашей мечте. Ключиком к вашей мечте есть возрождение. Что такое возрождение? Возрождение может быть просто как окончательная фаза некой трансформации, а может быть возрождение чего-то, за что вы боретесь, либо возрождение вашей новой мечты, новой цели, или возрождение старой мечты, старой цели. Хорошо. Ваша сильная личность, она к чему в конечном итоге может прийти? Ваша сильная личность в конечном итоге может прийти к отпусканию обиды, чувства вины, особенно если вы не доедаете, то есть худеете, либо наоборот заедаете эту обиду и чувство вины. То есть ваша сильная личность в конечном итоге избавится от вины, обиды и всего лишнего, что тормозит ваше движение к вашей мечте, к вашему вдохновению. Ваша верность вознаградит или наградой за вашу верность станет. Наградой за вашу верность станет острый ум, понимание, специалист и благородство и достижение договоренности и понимания сложной ситуации, возможно, связанной со здоровьем, то есть с энергией. Вот так вот. Ваше сотрудничество приведет к, возможно, к руководящей должности, к повышению на работе или улучшению бизнеса и к волшебной трансформации, так, как вы задумывали или загадывали. Главным праздником вашей жизни является Королева Пентаклей. Королева Пентаклей – это сохранение того, что вам дорого, то есть вы сможете сохранить, а не потерять. И главным праздником вашей жизни станет либо богатая, обеспеченная семья, богатая, обеспеченная, возможно, зрелость, старость, ну, если как вы там смотрите на этот вопрос, ну и деньги, просто деньги, если вы их любите. Если вы любите слово «деньги», или если слово «деньги» поднимает вам настроение и делает в вашей жизни праздник, почему бы и нет. Хорошо. Что принесет вам много позитивных эмоций совсем скоро? Ну, вам придется что-то узнать, вам кто-то что-то рассказывает. Возможно, вы уже с позитивными эмоциями, потому что я вам рассказываю о том, что в вашей жизни очень скоро произойдут перемены к лучшему. И если вы поддерживаете эти перемены к лучшему, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии, обязательно становитесь спонсорами, спонсируйте свои перемены к лучшему прямо сейчас. Позитивные эмоции, да, много позитивных эмоций вам принесет некое знание, и принесет их мужчина, который общается с высшими силами, а возможно просто обладает каким-то своим запасом знания, которого вам не хватает. Ну и возрождение, двери возрождения или дух возрождения, он находится в отшельнике или в доме девы. Возрождение вам обязательно принесет ваша кармическая отработка. Помните о том, что не находит,
тот, кто не теряет. И если вы сейчас много теряете, от многого отказываетесь, это говорит о том, что судьба испытывает вас, и ваше умение воздержания, ваша аскеза, ваше лишение, ваши страдания, ваша работа и работа над собой в том числе обязательно в конечном итоге вознаградит вас. Итак, внимание, 6 ключей, которые обязательно нужно использовать в ближайшие дни. Настройтесь на тот период времени, который вы, хотите сделать что-то, что очень важно для вас. Не знаю, может быть, купить что-то, может быть, поменять, продать, исцелить, примириться с кем-то. То есть настройтесь на любое важное для вас событие. И перед вами будет 6 ключей. Ключ номер 1, ключ номер 2, ключ номер 3, ключ номер 4, ключ номер 5 и ключ номер 6. Я открою и проговорю для вас 6 ключей, но вам нужно будет выбрать 3 ключа. И один из них будет самый главный. Или вам нужно будет выбрать 3 ключа и расставить их по степени важности. Например, первый ключ, второй и третий. И обязательно написать в комментарии. Итак, поехали. Ключ номер 1, который вам понадобится в ближайшее время. Это исцеление души. Ключ номер 2. Это богатство. Ключ номер 3. Это чрезмерный контроль. Ключ номер 4. Это зависть. Ключ номер 5. Это идеальное сочетание. И ключ номер 6. Отпустите или отпустить прошлое. У вас есть 6 ключей. Выберите 3 и в комментарии напишите первый по значимости, второй и третий ключ, который обязательно поможет вам в ближайшем будущем достичь цели, пройти трансформацию и получить желаемое. І ключ, замок, мова. Амен. Побачимось, почуємось. До зустрічі.